Привет, друзья! Не планировала записывать это видео, но так получилось. А, Почему? Потому что хочу вас предостеречь и тоже высказать свое возмущение. Вчера в Threads, в соцсети, я встретила публикацию одной девушки, которая утверждает, что меньше чем за 2 года они могут организовать паспорт Чили для тех, кто родил здесь ребенка. Но это, мягко говоря, неправда. Вообще неправда. Почему? Потому что действительно в законодательстве Чили есть фраза про 2 года, именно по воссоединению семьи. Но эти 2 года отсчитываются уже после получения временного вида на жительство. А сам временный вид на жительство тоже нужно еще ждать какое-то время. То есть менее 2 лет, никак не получается, если вот считать вот с рождения ребенка. Сколько занимает, насколько я слышала, насколько мне рассказывают, это минимум 5 лет. Минимум. А то и больше. Скорее всего, даже больше. Потому что мне говорили, что сейчас гражданство ждут по 3-4 года. Это уже после ВНЖ, после ПМЖ гражданство. То есть 2 года на ВНЖ, 2 года на ПМЖ. Но это я грубо беру, там могут быть совсем другие сроки. И плюс еще 3-4 на ожидание гражданства. То есть всего получается сколько? 7? 7 лет. Это вот такие реалии. Но они предлагают за меньше, чем за 2 года. Так вот, люди, не ведитесь. Это неправда. И раз уж мы с вами об этом заговорили, то расскажу вам о наиболее... Реклама есть по дорогам. Не знаю, слышно вам или нет. Итак, расскажу вам о наиболее, нельзя сказать популярных, наиболее применимых, наверное, способах легализации в Чили. Вообще на странице миграционной службы всего их 15. 15 способов легализации плюс беженство. Беженство это отдельно, он не входит в эти 15. Самые часто используемые это у нас воссоединение семьи, легализация по работе, резиденция по рантье, виза рантье. Что у нас еще может быть? И меня еще спрашивают иногда про инвестиции, часто спрашивают. Но инвестиции это нужно инвестировать не менее $500 тысяч. Не менее. Можно больше, но не менее $500 тысяч. То есть это не каждый может себе позволить. И так у нас остаются всего, получается, 3 более-менее рабочих способа. Про беженство я не знаю, здесь ничего не могу сказать. Может, кто знает, напишите в комментариях потом. Как происходит легализация в Чили? Сначала получается резиденция темпораль, то есть временная резиденция. Она дается на различный период в зависимости от типа, который вы запрашиваете. Если это по воссоединению семьи, то уже через 2 года вы уже можете подавать на гражданство. Если это по другому типу, тогда 5 лет. Сейчас 5 лет, но я слышала, что где-то ходит законопроект, что хотят увеличить до 10. Пока не знаю, пока вроде не прошло. Вот. Но как оно их проходит по этапам? Сначала, значит, у нас резиденция темпораль, потом резиденция дефинитива, это как ПМЖ, и затем уже гражданство. То есть 3 этапа вот эти нужно пройти. Давайте теперь по порядку. Виза по воссоединению семьи. Family reunion, если по-английски. Если у вас родился ребенок в Чили, родители могут подать на резиденцию темпораль по вот этому типу, по воссоединению семьи. Все подается, можно подать внутри Чили. То есть, находясь уже внутри Чили, вы поэлектронно можете подать через сайт миграционной службы. Это одна из немногих виз, на которую можно подать, уже находясь здесь. Я говорю визу, но когда я говорю визу, я имею в виду резиденцию. Прошу не путать. Я говорю визу, но имею в виду резиденцию. Просто так говорят, я так привыкла. Это по воссоединению семьи.
То есть там нужно прикладывать все документы, что у вас родился ребенок, либо это к этому же типу относится замужество. То есть я сейчас вот именно подалась по этому типу, и я сейчас ожидаю свою временную резиденцию. Ожидаю уже полгода. Говорят, что где-то ждать 14-15 месяцев. Эти сроки нигде не оговорены, никто вам точно не скажет, сколько ждать. Это все на практике. Просто мне говорят, вот здесь заняло 15 месяцев, здесь заняло 14. Ну, вот отсюда и делаем выводы. Вот, это воссоединение семьи. Что еще можно сказать про эту визу? Именно после нее, через 2 года, можно подать на гражданство. Именно по вот этому типу резиденции. Дальше у нас что идет? Дальше у нас идет рабочая виза. Рабочая резиденция по работе. На нее нужно подавать из страны, где вы являетесь гражданином. То есть из вашей страны нужно подавать. Из Чили, внутри Чили на эту визу подать нельзя. Вы находитесь в своей стране, заходите на сайт миграционной службы, заполняете анкету, прикладываете документы, где вы собираетесь работать. Вам должны прислать оффер, либо уже контракт рабочий. Вы его тоже прикладываете. Это если в общем говорить. Там есть детали, но я пока в них вдаваться не буду, это уже другой вопрос. Вот. И вы также отправляете все это электронно в миграционную службу и ждете ответа. Что касается резиденции рантье, процедура такая же, как по работе. Подается из-за границы, ну, то есть не из Чили, из страны, где у вас ваша резиденция. Почему? Потому что потом вам, возможно, придется идти в консульство. В консульство Чили в вашей же стране, где вы гражданином которой вы являетесь, вот так скажем. Виза рантье, резиденция рантье. Что это такое? На эту визу подают пенсионеры, имеющие постоянный доход, либо если у вас какой-то есть тоже постоянный легальный доход. Что это может быть? Сдача квартир в других странах, неважно. Дивиденды в банках, пенсия. То есть любой легальный постоянный доход. Но тут тоже нужно обязательно иметь в виду, что когда рассматривают такие заявки, они ориентируются на минимальную сумму, то есть которая вам необходима для жизни в Чили. Насколько я знаю, сейчас минимальная заработная плата что-то около $500 здесь. Но это только минимальная заработная плата. Как советуют юристы, нужно показать доход, не менее $1500 в месяц. Желательно больше. Желательно 2. Тогда можно на что-то рассчитывать. Тоже эти цифры нигде не указаны. Никто вам точно не может сказать. И это охо, как говорит мой муж, внимательно к этому. Никто вам точно не скажет, сколько эта цифра. Вот у вас, например, там 3000, и вы действительно проходите под эту категорию. Да, вы проходите номинально, но всегда решение остается за миграционной службой. Никто, никакой адвокат, никакие помогаторы не могут ни убыстрить этот процесс, ни гарантировать вам, что действительно вам все дадут. И в такой-то срок. То есть сроки как бы не оговорены. Это остается на усмотрение миграционной службы. Вот эту информацию я вам хотела сегодня донести. Остальные типы виз, типы резиденции, так как их всего 15, там есть еще по религиозным соображениям, по лечению, по медикаментам что-то тоже. Но это очень специфически, и я не думаю, что кому-то актуальны именно эти типы виз. То есть в основном и у меня спрашивают, и у моего мужа юриста спрашивают про резиденцию рантье, воссоединение семьи, инвестиции
и по работе. Вот, то есть вот это вот 4 типа, которые вот постоянно у меня на слуху. Вот сегодня я вам хотела именно об этом рассказать. Еще раз скажу, что будьте внимательны, не ведитесь на предложения, которые вам говорят, что меньше, чем за 1 год мы вам сделаем. Это неправда. Либо есть нюансы. Нюансы, может быть, они сначала подают на рабочую визу, потом вы приезжаете, либо они сначала подают на рантье, потом вы приезжаете, то есть у вас уже время идет, но все равно меньше, чем 5 лет, это, скорее всего, не будет. Имейте это в виду. Подписывайтесь на канал. Постараюсь вам еще рассказать интересное про Чили. Пока.